Мария Гладких и Наталья Юрьева. Ну а с гостями здесь, в студии, Вера Красова и Наиля Аскерзаде, Ольга Паутова и Ольга Ушакова. Рядом с ними люди, которые так или иначе в минувшем году становились героями самых ярких репортажей наших корреспондентов. Люди, без которых сегодня, пожалуй, нельзя себе представить Россию. Слово Татьяне Ремезовой. Итак, в прямом эфире президент Российской Федерации Владимир Путин. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Мы находимся в центре обработки сообщений в редакции «Прямой линии». И в наш центр уже поступил 1 100 000 звонков по телефону. Напомню, что задать свой вопрос Владимиру Путину вы можете прямо сейчас. Номер телефона традиционный 8 800 200 ровно 40 40. Номер для СМС и ММС сообщений 0 40 40. Помимо СМС и звонков, наши операторы принимают и видео-вопросы. Их можно отправить или через сайт moskva-putinu.ru, или с помощью специального приложения для мобильных устройств, которое называется также «Москва Путину». Вы можете обратиться к президенту и в официальных группах нашей программы в социальных сетях, ВКонтакте и в Одноклассниках. Впервые на прямую видеосвязь с главой государства вы можете выйти с помощью сервиса ОК-Лайв. Также это можно сделать с помощью приложения «Москва Путину». Так президент вас не просто услышит, но и увидит. Звоните, мы принимаем обращение до конца эфира. Время еще есть, возможно, Владимир Путин ответит именно вам. Еще одна новинка этой прямой линии. В этом году с помощью коммуникационной платформы СНМОЛ мы в режиме реального времени можем отслеживать то, как зрители обсуждают нашу программу в социальных сетях. И на данный момент в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Твиттере опубликовано уже 300 000 комментариев. Для тех, кто хочет посмотреть нашу программу с сурдопереводом, ведется трансляция в эфире общественного телевидения России и на нашем сайте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Ну вот уже почти 12 дней наш Центр обработки сообщений принимает вопросы. За это время принято уже 2 миллиона самых разных обращений. И вот в первой пятерке самых больных для россиян тем: рост цен, падение уровня жизни, ЖКХ, здоровье, ну и, конечно, много личных просьб. Но я хотела бы заострить внимание на одном очень важном отличии этой прямой линии от предыдущих. Большинство обращений в нашу редакцию не о настоящем, а не о будущем. Как будет жить наша страна в ближайшие годы? Какими будут отношения России с другими государствами? Возможно, такова специфика года предвыборного. В это время, когда вопросов прежде всего к власти, к вам всегда больше, чем обычно. Но прежде чем говорить о будущем, позвольте начать с настоящего. В последнее время звучит довольно много оптимистичных оценок ситуации в нашей экономике. Можно ли говорить, правильно мы понимаем, что экономический кризис закончился? Ну, вы начали, по сути, с центрального вопроса, закончился ли экономический кризис. И очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество. Но при этом всегда думаешь о том, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет и так далее. Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных. О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена. И мы перешли к периоду роста. Я еще вернусь к этому и скажу, почему можно сделать такой вывод, на основании каких данных. Но начать все-таки я хотел бы с другого. Начать хотел бы с проблем, которые не решены и которые являются наиболее острыми. Вы, кстати, о них тоже упомянули. В чем они заключаются? У нас снизились реальные доходы граждан за последние несколько лет. И что особенно тревожно, это то, что увеличилось
количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума. Вот самая печальная ситуация в этом смысле у нас сложилась в начале и середине 90-х годов, когда у нас за чертой бедности проживало почти треть населения страны. Это было почти 40% населения, там 35-37 по разным подсчетам, и почти 40 миллионов человек. Самый низкий показатель, и, соответственно, самый лучший в этом смысле мы отфиксировали в 2012 году. В таком положении находилось 10,7% населения. И вот, к сожалению, за последние годы количество этих людей подросло до 13,5%. Казалось бы, это не так уж и много, там несколько процентов, но за этими процентами десятки и сотни тысяч людей, их судьбы. Поэтому мы должны вот об этом подумать. У нас есть и проблемы, связанные, нерешенные проблемы в экономике, и это прежде всего отражается на доходах людей. И какие это проблемы? Это структура экономики, которая нас не устраивает. И в этой связи можно сказать о низкой производительности труда. Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь. Ну, а теперь все-таки о том, наверняка мы к этим проблемам еще сегодня вернемся, 100% у людей будут эти вопросы, мы детализируем все эти проблемы, но что нам позволяет сказать о том, что рецессия закончилась в российской экономике? Вот смотрите, первое и очень важное, у нас 3 квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП. Скромный, но тем не менее из квартала в квартал. В конце прошлого года, в 4-м квартале, плюс 3%, в 1-м квартале этого года плюс 5%, в апреле уже 1,4%. В целом за 4 месяца плюс 0,7%. Растет промышленное производство где-то за первый квартал плюс 0,7%. Я вот здесь кое-какие данные для себя актуальные взял, чтобы не забыть, и могу их с вами тоже познакомить. Это последние данные. Значит, наблюдается рост инвестиций в основной капитал 2,3%. Рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста. Рост несырьевого и неэнергетического экспорта на 19%. Ну, наконец, очень важная составляющая макроэкономического характера. У нас рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России. На сегодняшний день 4,1%. Такого еще никогда не было. Это говорит о том, что у нас есть все основания полагать, мы достигнем целевой инфляции в 4% по году. Растут золотовалютные резервы Центрального банка, международные резервы. В прошлом году мы начали с 368, закончили 378. В этом году они уже 405 миллиардов долларов. Ну и один из важнейших показателей, вот я не могу о нем не сказать. У нас инвестиции в основной капитал растут быстрее, чем растет экономика. Вот экономика выросла на 0,7, я сказал, процента, да, за 4 месяца. А инвестиции в основной капитал на 2,3%. О чем это говорит? Ну, если сказать попроще. Значит, проинвестировали уже в развитие производств в 2,3%. Это говорит о том, что уже сделан задел на будущий ближайший рост. И все это, безусловно, не может нас настраивать такой положительный лад. И это не может не отражаться и отражается на некоторых вопросах социальной сферы. Ну, каких? Главное из них – наше достижение, мы об этом говорим. И считаю необходимым сказать еще раз, у нас значительно снизилась младенческая и материнская смертность. С 2000 года младенческая снизилась в 3 раза, а материнская почти в 4 раза. Вот таких данных не показывает ни одна социальная сфера, наверное, в мире. И как результат рост продолжительности жизни. Было 70 лет с небольшим, сейчас 72 года. Так что вот все это в совокупности дает нам основание говорить, что кризис преодолен.
Владимир Владимирович, но все-таки вы и сами сказали, что реальные доходы населения снизились, и официальная статистика об этом говорит. Все-таки, когда вот этот рост экономики граждане реально почувствуют на себе? Когда это произойдет? Ну, вы знаете, в принципе, планка падения достаточно серьезная была, поэтому почувствовать сразу сложно. Я сказал ведь в самом начале, что считаю эту проблему самой важной и самой острой. У нас реальная заработная плата, тем не менее, с августа прошлого года начинала потихонечку расти. И за прошлый год она подросла на 0,7%. Конечно, наверное, это еще пока трудно заметить, хотя в апреле этого года рост составил уже 2,4%. Но, как вы помните, мы и проиндексировали в начале этого года, не проиндексировали, а выплатили единовременную выплату, сделали пенсионерам 5000 рублей, проиндексировали с 1 февраля неработающим пенсионерам на 5,4, а потом еще доиндексировали до 5,8%. Социальные пенсии проиндексировали. Работаем с работодателями на предмет повышения нижней планки МРОТ, повысили в прошлом году на 20% с лишним. В этом году еще повысили МРОТ. В общем, в общем и целом обязательно будем двигаться к тому, чтобы люди реально почувствовали изменения к лучшему. Но, тем не менее, пока очень многие жалуются на низкий уровень зарплат. Вот у меня в руках целая пачка смс-ок, даже ММС. Люди присылают нам в редакцию фотографии своих платежных ведомостей зарплатных, что они получают. Например, зарплата дошкольного педагога, детский сад 111, город Астрахань, 7935 рублей. Это май 2017 года. Как можно жить на такую зарплату? Медицинская сестра медсанчасть космодром Восточный на руки в мае получила 10 246 рублей за месяц. Еще, как можно получать пожарному 8 тысяч рублей в месяц и рисковать жизнью за эту зарплату? Это пишет нам начальник пожарной команды Александр Мельников, Саратовская область. Когда прибавят зарплату почтальонам? Получаем 3600. Как жить? Ну, там насчет 3600 надо проверить, откуда взялись берутся такие конечно, цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он уже выше, чем 3600. Но вот все люди, которых вы перечислили, относятся к такой категории бюджетников, которые не попали в так называемую указную категорию. Вот что касается тех бюджетных сфер, которые попали в указы 2012 года, там более или менее у нас соблюдается порядок повышения уровня заработной платы. Вот в другую категорию бюджетной сферы, которые в этих указах не оказались, там сложнее. Им не индексировали, несмотря на то, что цены подросли. Инфляция была значительнее. Вот в позапрошлом году на 12,9% было. Значит, а индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. И я с правительством на этот счет говорил. У них есть поручение с 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы. Спасибо. У нас много звонков на эту тему. Давайте подключим к разговору о реальных доходах населения наш колл-центр. Наталья, вам слово. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот буквально только что звонили и спрашивали, как прожить на зарплату медсестры в Приморье. Социально-экономические проблемы традиционно самые острые и беспокоят наших граждан больше всего. Вижу еще одно обращение на эту тему. Тоже крайне болезненная проблема – низкие зарплаты учителей в регионах. Давайте выведем в прямой эфир по видеосвязи Алену Остальцову из Иркутска. Алена, добрый день, вы в эфире. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Здравствуйте. Я Стальцова Алена Валерьевна. Беспокою вас с Иркутской области, из города Шелихова. Наверное, это распространенный вопрос, почему такие маленькие зарплаты учителей. Я работаю учителем начальных классов, отработала год. Свыше 16 тысяч с половиной я не получала. Также я не получала подъемные, как для молодого специалиста. Я очень люблю свою работу, очень люблю работать с детьми. Но зарплата не оставляет мне выбора, как существовать на эти деньги. Спасибо. Алена, это у вас Иркутская область, да, вы сказали? Да.
Иркутская область. Я не знаю, город Шелихов, видимо, небольшой населенный пункт. Не знаю, насколько комплектна ваша школа. Но мы с вами знаем, мы и все другие учителя страны знают, что была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей по средней экономике. Вот я боюсь ошибиться, не помню точную цифру, сколько средняя по экономике в Иркутской области, но где-то 30 с небольшим тысяч. Средняя у учителей, средняя по экономике в Иркутской области 30 с лишним тысяч. Значит, учителей даже чуть больше в Иркутской области. Что происходит на практике? У нас деньгами учителей и определением уровня заработной платы распоряжается сама школа. Она определяет штатное расписание и доплаты к окладу. Это делает сама школа. Повторяю, штатное расписание и доплаты. Ясно, что молодой специалист, а вы молодой специалист, должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем и так далее. Но не ясно, почему в 2-3 раза меньше. Вот и для меня тоже непонятно. И надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание. Но вот сейчас я о чем подумал, что вот такой разницы, как я сказал, быть не должно в доходах. Поэтому вполне было бы обосновано, наверное, если это происходит на практике, было бы обосновано обозначить какой-то минимум или минимальное соотношение между уровнем доходов молодых специалистов и тех, кто уже имеет большой стаж. Вот над этим, наверное, надо подумать. Ну, а по поводу вот этих 11 тысяч, это, конечно, странно. Повторяю, в разы зарплата отличаться не должна. Ну, поразбираемся с вашим конкретным случаем. Перед эфиром мы общались с авторами обращений в редакцию, в том числе и на эту тему. Действительно, ситуация по регионам везде очень разная и во многом зависит от того, кто регионом руководит. За последний год в руководстве регионов России произошли масштабные перемены. Такого не было никогда. Бурятия, Калининград, Карелия, Киров, Мариэл, Новгород, Пермь, Рязань, Севастополь, Тверь, Тула, Удмуртия, Ярославль. Почему? И все ли губернаторы-новобранцы справляются со своими обязанностями? Вы знаете, во многих местах уже подошел срок для губернаторов. Многие из них уже отработали там более 10 и даже больше лет. И, честно говоря, сами уже поставили вопрос о том, чтобы использовать на других участках работы. Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс. Но по поводу того, справляются или не справляются, это вопрос, прежде всего, к гражданам. Некоторые из избранных руководителей регионов, они перед тем, как пойти на выборы, проработали там полгода и год. И когда пошли на выборы, люди за них проголосовали, доверили им судьбу региона. Поэтому можно сказать, что люди посчитали, что избиратели посчитали, что эти кандидаты справляются. Но, конечно, любые выборы, результаты любых выборов – это аванс, который дается людьми, руководителю любого уровня при начале им своей трудовой деятельности на этом новом высоком посту. Справляются или не справляются, еще раз вернуться к этому вопросу, но должны справляться, у них есть для этого все, несмотря на то, что все они, как правило, люди достаточно молодые, тем не менее у них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт, и кроме того, конечно, можно на них все что угодно свалить, но там не все просто в регионах и с финансовыми. В этом смысле федерация помогает им, подставляет плечо. Вот для решения, кстати говоря, вот этих вопросов социального характера, выравнивания заработной платы в федеральном бюджете этого года предусмотрено 40 миллиардов рублей. И больше того, я еще попросил правительство, чтобы добавили, и правительство это сделало, зарезервировали еще плюс 10 миллиардов рублей. Так что у них поддержка есть. Есть и свои собственные программы в социальной сфере. Надо работать и показывать результат.
Такой вопрос пришел к нам на сайт прямой линии. 2 недели назад Европа продлила антироссийские санкции еще на год. Скажите, готовы ли мы жить под санкциями десятилетиями? Ну, на самом деле, история России показывает, что мы, как правило, и жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко. Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России конкурента серьезного, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории. Я уже не говорю даже про советское время, но и раньше это было. Еще до Октябрьской революции, так называемой. Вот, поэтому здесь нет ничего удивительного. Но вот сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов опять законопроект возник по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, вот почему? Ведь ничего такого не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях. Ну, это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах, но тем не менее это происходит, я считаю, достаточно на голом месте. Так что не было бы Крыма, не было бы других проблем. Придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России. Так всегда это и подавалась политика, сдерживания России. Значит, что с этими санкциями произошло и как они на нас отразились? Отразились или нет? Ну да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на традиционные наши товары. Это на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию там, и так далее. Вот, а как считают наши партнеры? Ну вот Госдеп США считает, что эти санкции привели к минусу 1% ВВП для нашей экономики. Европейцы считают, что чуть побольше. ООН дает такие цифры. Значит, в ООН считают, что мы потеряли где-то 50-52 миллиарда долларов, а те страны, которые ввели санкции, потеряли 100 миллиардов долларов. Так что это обоюдоострое оружие и вредит всем, в том числе и тем, кто это делает. Но, как ни странно, есть и плюсы. В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефтью и газодолларами. К чему это привело? У нас реально начало расти производство в таких важных, сложных отраслях. Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идет у нас хорошие процессы, так? Значит, в тяжелом машиностроении. То есть, я уже не говорю про сельское хозяйство. Мы с вами знаем рост где-то около 3%. И Россия стала номер один лидером по экспорту зерновых, по экспорту пшеницы. Так что вот вам результат. У нас в разы сократилось закупки по импорту, собственное производство, скажем, по мясу свинины, по мясу птицы закрывает практически всю нашу потребность. Более того, мы сейчас ищем рынки сбыта. Я вот с нашими китайскими друзьями договариваюсь о том, чтобы они открыли китайский рынок для наших производителей там, свинины и мяса птицы. Поэтому у нас есть и положительные моменты. Но, конечно, это ненормальная ситуация, все эти ограничения ни к чему хорошему не приводят, и надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений. Если позволите, вернусь к теме оценки региональных властей нашими зрителями. Вот 12 дней мы собираем вопросы, и удивительное дело, мы заметили, пока готовили эту прямую линию, что наши корреспонденты в процессе анонсирования сегодняшнего эфира брали некоторые вопросы уже себе в сюжеты заранее, показывали видеообращения, вопросы, жалобы, и тут происходило чудо. На следующий день, после того, как этот сюжет выходил в эфире Первого канала и телеканала «Россия», в городах стали класть асфальт срочно, приезжали бригады маляров, стали красить стены, фасады ремонтировать. Вроде как бы и нет проблемы.
С одной стороны. С другой стороны, есть и другая тенденция. Вот Тане даст соврать, как раз в ее эфире была история, как пожаловались люди на очереди в поликлиниках, а потом вроде выясняется, что врачи говорят, все неправда, это искусственный вопрос. И есть такая тема, с одной стороны, псевдопомощи, когда делают вид, что проблема не настоящая. С другой стороны, наоборот, псевдопроблем, когда вроде проблемы нет, но ее пытаются создать. Очень важно, хотелось бы отметить, что мы все такие случаи фиксируем. И, несомненно, и вам, Владимир Владимирович, и администрации президента предоставим список вот этих вот, с одной стороны, псевдорешенных вопросов, и с другой стороны, вот таких вот. Ну, знаете, в этом тоже есть смысл определенный. Один раз в год проводить такие мероприятия. Там где-то, где плохо шевелились, может быть, что-то сделают хорошего, и дорогу положат, где нужно, там, и со здравоохранением поразбираются, и так далее. Другие социальные вопросы порешают. Но для меня важно другое, это такие фрагментарные вещи. Для меня важно другое, понять настроение общества, понять, что людей сегодня больше всего беспокоит. Вот этот огромный массив, ну, конечно, невозможно ответить на все вопросы, это нереально. Но на какие-то мы с вами ответим сегодня, я отвечу с вашей помощью, а на какие-то нет. Но, во всяком случае, будет понятно и мне, правительству, администрации президента, будет понятно, что на сегодняшний день является главным, основным, или даже кричащим какой-то кричащей проблемой, на что нужно обратить особое внимание. Вот уже за это, за то, что люди принимают участие в этой совместной работе, я хочу поблагодарить всех наших телезрителей, всех тех, кто через интернет обращается и так далее. Знаю, что тема санкций нашла отклик среди гостей нашей студии. Слово Ольге Паутовой. Да, Владимир Владимирович, у нас в зале очень много представителей агробизнеса. Их скорее волнуют наши ответные меры на санкции, связанные с ними импортозамещение. Рядом со мной Сергей Королев, глава Национального овощного союза. Вы, пожалуйста, присядьте, я до вас не дотянусь. По его словам, за последние 3 года наши фермеры смогли научиться выращивать самые вкусные и, главное, полезные помидоры и огурцы. Сергей Валерьевич, а урожай-то богатый у нас? Растем примерно по 20-30% в год, Владимир Владимирович. И сегодня, конечно, вы сегодня затронули тему санкций. Мы воспринимаем те меры, которые были введены в отношении России, как такой подарок, да, дополнительный инструмент поддержки нашего агропромышленного комплекса. И ответные меры, которые были введены, они уже дали свой эффект. Сегодня мы, что касается вот овощеводства, плодов, мы сегодня растем такими темпами, которыми не росли за все время Советского Союза, современной истории России. И могу вам сказать, что мы уже на 50% выросли по сравнению с тем моментом, когда были введены ответные меры. Мы вложили уже в овощеводство 150 миллиардов рублей инвестиций. Вы сегодня говорили про эти цифры, да, вот инвестиции растут. 150 миллиардов за короткий период. Такой динамики не было никогда. Создали более 10 тысяч рабочих мест. И, безусловно, конечно, мы и дальше готовы продолжать эту работу, но всех интересует вопрос. Все-таки вот сегодня, вчера Сенат принял решение, там Европа заявила о том, что будут продолжены, расширены даже санкции. Будем ли мы продлевать наши антисанкции, значит, в ответ на те решения, которые были приняты на Западе? И второй вопрос, Владимир Владимирович, когда все-таки, не дай бог, эти санкции закончатся, можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку в защите внутреннего рынка нашего, как это уже было по турецким томатам, за которые вам отдельно спасибо от всех овощеводов России? Ну, вопрос не частный, касается всей страны. Почему? Потому что вот 2 года назад, мы с вами об этом хорошо знаем, как раз производство овощей, фруктов было наиболее проблемной точкой. И в том числе отразилось на доходах граждан, потому что цены подросли. Мы закрыли, по сути, импорт или прикрыли его сильно. Но собственного объема производства, нужного для нашего потребителя, у нас не было. И мы сделали все, сейчас не буду перечислять эти меры, вы их знаете лучше, чем я даже, надеюсь, что вы ими воспользовались, чтобы наши производители нарастили производство овощей и фруктов, прежде всего овощей. Вот инфляция-то у нас 2 года назад до 12,9% доходила в том числе и из-за этого. Но в том числе, не только, но в том числе. Но мы исходили из того, что наш сельхозпроизводитель и производитель мяса в животноводстве и овощей, фруктов, он должен набрать такие обороты, чтобы закрыть
потребления собственного рынка. И у вас это получается, за что вам огромное спасибо. Не только вам, но и всем людям, которые на селе живут. И инфляция у нас сегодня, смотрите, 4,1%. Вот вам результат, он есть. И он пошел на пользу целой отрасли экономики, где у нас чуть ли не 1/3 населения живет и работает. Ну, если с социальной сферой взять. Это очень хорошо. И качество действительно лучше, вы правы. У нас правительство продлило действие санкций до конца текущего года, до 31 декабря. Будем смотреть, как будут складываться наши отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики. Что касается бесконечного продления каких-то ограничений, если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать, иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО. И вот я хочу сказать, что, во-первых, мы должны обеспечить конкуренцию на внутреннем рынке в интересах потребителей, в том числе для жителей крупных городов. Ну а во-вторых, мы очень рассчитываем, мы вам сегодня помогаем изо всех сил для того, чтобы мы набрали эти обороты, стали бы конкурентоспособными. И если и качество, и производительность труда у вас будут не ниже, чем у ваших конкурентов, то вы всегда будете иметь преимущество на собственном рынке, имея в виду, что у вас логистика намного дешевле. Поэтому, так скажем, не прямая поддержка, а косвенная, которая не запрещена в рамках ВТО, а там много на самом деле лазей. Конечно, она будет продолжаться, но вот такой вот массированный, прямой, грубый, что ли, наверное, на нее не нужно рассчитывать, а нужно уже сейчас сделать все для того, чтобы быть конкурентоспособными в ближайшей перспективе. Сейчас обратимся в колл-центр. Давайте послушаем телефонный звонок. Мария, вам слово. Пожалуйста. Да, спасибо, Таня. Владимир Владимирович, многие люди звонят с таким вопросом, что они на местном уровне долгое время не могут решить свои вопросы сами, но уже отчаявшись, понимают, видимо, что, обратившись к вам, быстрее смогут решить свои вопросы. И сейчас у нас есть звонок из Забайкальского края. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Владимир Владимирович, обращается к вам жительница Забайкальского края Оловянинского района Калинина Наталья Александровна. 29 апреля 2015 года у нас полностью сгорело село Шевья. На данный момент я осталась без жилья. Нам предоставляли жилье, но оно непригодно для проживания. У меня на руках маленький ребенок, я мать-одиночка. Куда я только не обращалась, но все инстанции занимаются только отписками. Наша районная администрация только разводит руками. Дочке в этом году идти в 1 класс, а у нас нет прописки. Проживаем мы в старом заброшенном доме. Владимир Владимирович, будьте добры, помогите, пожалуйста, получить новое нормальное жилье. Огромное вам спасибо. Да. Храни вас Бог. Да. Наталья Александровна, не отключайтесь, пожалуйста. Это какая область? Оловянинский район, Забайкальский край. Забайкальский край. Странно. Спасибо. Забайкальский край, действительно, это пожары 2015 года, лето 2015 года. И мы полностью выделили федеральные деньги на то, чтобы обеспечить людей жильем. Те семьи, которые пострадали. Я не помню сейчас точную цифру, но, по-моему, это чуть больше полумиллиарда. 300 с лишним миллионов выделялось как раз на решение жилищных проблем. И эти деньги должны были пойти именно на приобретение жилья, либо на строительство нового жилья для таких семей, как у Натальи Александровны. Значит, там новый губернатор. Правда, она пришла, там женщина, да, она пришла, Наталья Николаевна, по-моему, она пришла уже на следующий год. Но вот я ее попрошу с этим разобраться. Попрошу разобраться прокуратуру обязательно, где деньги, как они были израсходованы. Но в любом случае, Наталья Александровна, вашу проблему мы решим. Это обязанность государства, это были наши обещания обеспечить всех людей жильем, тех, кто пострадал от пожара. Мы это сделаем. Мария, а какая статистика сейчас? Сколько звонков поступает в колл-центр в минуту? Какая нагрузка на линии?
Да, Дмитрий, обязательно назову статистику, но сначала хотела бы вам показать то, как формируются вопросы для прямой линии. Наши операторы на каждого дозвонившегося человека вот составляют такие анкеты, где указывают имя, пол, возраст, род занятий и, конечно же, вот сам вопрос. Например, это анкета от Эллы Павскиной из Московской области. Она спрашивает про очереди в детском саду. Каждую минуту мы получаем 106 СМС и ММС сообщений. В среднем наши операторы принимают 127 звонков в минуту. Ну а при максимальном дозвоне мы принимаем где-то 456 звонков. Это при самой максимальной загрузке линии. Что ж, сейчас у нас есть звонок. И дадим слово Ивану Ивановичу Таркину из Владивостока. У вас уже вечер, поэтому добрый вечер. Вы в эфире, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Уважаемый Владимир Владимирович, Иван Таркин, вольный город Владивосток. Господин президент, подскажите, что у нас творится с дальневосточным гектаром? Ну, кроме как издевательством, это не назовешь. Вот чтобы зарегистрировать свой участок, нужно сидеть месяцами на сайте, и все зря. Программа постоянно зависает. Вот мне удалось каким-то чудом получить кадастровый номер, распечатать договор, подписать его и в феврале отдать в земельный комитет города Владивостока. И с тех пор договор на руки мне не выдают. Под различными причинами. А вот 100 лет назад у Столыпина с его примитивными инструментами ведь таких ошибок не было. Вот почему? Ну, про Столыпина, конечно, вы к месту вспомнили, только надо иметь в виду, что там были еще и столыпинские вагоны, куда насильственно помещали людей, и были так называемые столыпинские галстуки. Это не что другое, как виселицы. Но правда, надо не забывать и все то положительное, что было сделано Столыпиным для нашей страны. Именно поэтому памятник ему стоит в Москве у Дома правительства. Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете, хотя иногда, ну, вы понимаете, что я имею в виду. Вот, значит, что касается вот этого гектара. Вы знаете, проблема в том, ну, во-первых, в целом программа идет неплохо, я сейчас об этом скажу. Сложнее всего, кстати говоря, в Приморском крае. И объясню почему. Во-первых, с февраля этого года мы приняли решение дать возможность всем гражданам России, если они хотят переселиться на Дальний Восток, получить этот дальневосточный гектар. И сразу резко увеличилось количество заявок. Их 99 тысяч, там даже иногда вот эта система, которая была настроена на обслуживание решения этого вопроса, она дает сбои. Из 92 тысяч заявок 27 тысяч удовлетворены, то есть больше, чем треть. Это первое. Второе, в среднем, если в среднем получение земельного участка в европейской части занимает, как это ни печально, до 3 лет, на Дальнем Востоке, имея в виду вот этот гектар, это 2 месяца с небольшим. Ваш случай, конечно, ну, плохой из ряда вон. В чем может быть проблема, я конкретно ведь не знаю. Но мы постараемся, безусловно, постараемся вам помочь. Я уверен, что и министр сейчас нас соответствующие региональные слушает, и вице-премьер Трутнев Юрий Петрович слышит. Они среагируют наверняка. В чем там проблема? Проблема главная заключается в том, что нет нормального кадастра. Первое. И второе. Очень много ведомственной земли. И Минобороны, и Академия наук, и все, что связано с природоохраной. И вот на бумаге одно, а на земле реально другое. И поэтому вам номер кадастра выдали, а потом, наверное, начали когда проверять, а там наверняка какие-то несовпадения. И нужно урегулировать со всякими ведомствами эти несовпадения. Я этим тоже постараюсь позаниматься и постараюсь помочь коллегам и губернаторам эти вопросы гармонизировать таким образом, чтобы не было проявления подобного вашему. Я уверен, что вы свой гектар получите. Хочу пожелать вам удачи.
Несмотря на то, что с Дальнего Востока действительно приходит много жалоб и нареканий на то, как на практике идет выделение земли по этой программе, из других регионов жалуются на то, что когда же этот гектар станет не только дальневосточным, но и всероссийским. Например, вот Василий Геннадьевич Денисов, город Благой, Тверская область, задает нам такой вопрос. Планируется ли расширить программу «Дальневосточный гектар» в масштабах всей страны? Неужели в России не осталось пригодных земель? Пригодных земель в России достаточно. Одних только земель сельхозугодий свыше неиспользуемых по назначению, свыше 43 миллионов гектар. Это огромные, просто колоссальные земельные запасы. Но нам сначала нужно провести, наверное, этот эксперимент полноценно на Дальнем Востоке. Видите, несмотря на в целом достаточно благоприятную ситуацию, встречаются и такие вот случаи, как и вот мы, которые только что слышали по телефону, да, наш коллега об этом высказывался. Значит, нам сначала нужно отработать эту систему хотя бы на Дальнем Востоке. Нужно разобраться с кадастром. Но в целом, я думаю, что вот человек, который задает этот вопрос, прав, и нам нужно вводить в оборот. Делать, конечно, это нужно очень аккуратно, с тем, чтобы не возник вторичный рынок этого гектара, а то ведь у нас народ очень талантливый, можно гектаров понабрать, а потом тоже вторичный рынок возникнет, начнется перепродажа без реальной обработки. Хотя в этом законе о гектаре там все прописано. Там сначала он в собственность не передается, 5 лет человек должен отработать, показать результат. Только потом может получить либо в долгосрочную аренду, либо в собственность. В принципе, там это все есть. И не может продать там иностранцам. Но надо это все до конца в деталях отработать на Дальнем Востоке. Но идея правильная, на самом деле. Спасибо. В этом году и редакторы колл-центра, и все мы, кто работал на прямой линии, отбирали отдельные списки вопросов не только для того, чтобы вывести человека в прямой эфир по телефону или записать видеообращение, но и для того, чтобы сразу отправить на место события съемочную группу, чтобы посмотреть своими глазами наших коллег, что же происходит там, на местах. И первая такая точка – это подмосковная Балашиха, там находится наш коллега Дмитрий Кайстер. Здравствуйте. Сегодня дождь и не очень хорошая видимость, но гигантские мусорные отвалы заметны в самом сердце микрорайона подмосковной Балашихи. И действительно, эта свалка существует здесь больше 50 лет. Она отравляет все окружающее, и самосвалы с мусором идут здесь день и ночь. Эта свалка заметна уже из космоса. Она примерно 50 гектаров и приближается к окружающим домам. Но вы знаете, мы несколько дней работали здесь, и когда мы подъехали к мусорному полигону, оттуда выехали крепкие молодые люди, и они одели такие, знаете, экологические футболки, на которых было написано «экологический контроль». И тут же рассказали и показали нам некую линию по переработке мусора, даже украшенную шариками в цвета российского триколора. Ну, что называется, сработали на опережение. И вы знаете, это такая иллюстрация этого места и этой беды, которая сплотила здесь десятки тысяч людей. Нам никого не пришлось искать. Люди пришли сами, чтобы спросить о наболевшем и задать свой вопрос. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Елена Михайленко. Мы жители микрорайона Кучино, город Балашиха, также Ольгина и Павлина. Мы находимся в тяжелой ситуации, просто невыносимой. В черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также 20 километров от Кремля, находится огромная свалка, самая большая в Московской области. Это нарушение федерального закона 89-го. Также на теле полигона происходит ежедневное возгорание, невозможно дышать. Постоянно выброс происходит газов, метилмеркаптан, диоксид серы, все это преобразуется в сероводород. Этим мы всем дышим. Рвота, тошнота постоянно, это просто невыносимо. И также хочу сказать, что мы обращались во многие инстанции на разных уровнях, но тем не менее нам приходят какие-то отписки, это все документально подтверждено. Мы не знаем, что нам делать. Это проблема не только нас, это проблема вообще всей страны. Что нам делать в этой ситуации, мы не знаем. Обращение к вам – это последняя надежда на все.
вопрос очень болезненный и сложный. Я прекрасно вас понимаю. Просто прекрасно понимаю. Посмотрел сейчас эту свалку, как ведущий сказал, она складывалась 50 лет. Кстати говоря, я смотрю на фоне, вы стоите на фоне дома, ему явно не 50 лет. Вот, значит, ну, кто-то принял решение строить здесь дома рядом с этой свалкой, которая складывалась 50 лет. Тоже надо вспомнить, наверное, добрым словом, в кавычках, тех людей, которые принимали решение о строительстве в этом месте. Но 50 лет складывалось. Но, тем не менее, мы имеем то, что имеем, и должны на это реагировать. Конечно, мы знаем о проблеме, которая наиболее остро, кстати говоря, имеет место быть в Московской области, в Татарстане, кстати говоря, в Туле, в некоторых других регионах. Но что предполагается сделать? Ну, во-первых, принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов. На первом этапе их будет 4, 3 из них в Московской области. Значит, кстати говоря, это хорошая технология, японские, по-моему, Hitachi, и строить будет наша компания Ростех. Надо сделать это как можно быстрее. Это первое. Второе. Из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей, это достаточно приличные деньги, на решение текущих, наиболее острых вопросов. И у вас, безусловно, один из таких наиболее острых текущих вопросов. Значит, я попрошу и губернатора, и правительство Российской Федерации использовать эти ресурсы для того, чтобы заняться вот наиболее острыми, такими, как ваш вопрос. И надеюсь, что это будет сделано. У нас закон принят уже давно по поводу работы с отходами, но его введение в действие постоянно откладывали. Теперь принято решение, по-моему, с 1 января 2019 года. Почему откладывали? Откладывали потому, что там предусмотрены так называемые утилизационные сборы для промышленности. И в условиях экономического кризиса считалось, и промышленность нас все время просила, не вводить эти сборы, потому что это обременяет экономику. Первое. И второе, что касается уже граждан, предусматривалось в этом законе, что будут определенные экологические отчисления делаться и гражданами. Но эффект от этих отчислений, он не сразу будет виден, потому что нужно сначала что-то построить на эти средства, а потом уже будет виден эффект. И вот все время это вызывало сомнения, а поймут ли люди, нужно ли это делать. Но я хоть хочу обратиться ко всем, кто будет этим заниматься и занимается сейчас. Люди, безусловно, поймут, если будут видеть, куда деньги идут. А для этого нужен общественный контроль. Кстати говоря, хочу поблагодарить Общероссийский народный фронт, который карту соответствующую создал. Там сотни людей уже работают на эту тему, выявляют наиболее проблемные вещи. Ну а что касается Балашихи, то позанимаемся отдельно, постараемся это сделать. Я прекрасно понимаю и вижу сейчас прям вот остроту этой проблемы. Она складывалась десятилетиями. Попробуем сделать это как можно быстрее. Ну, кстати, Балашиха – это как раз один из тех примеров, про которые я говорил. Когда мы выбирали точки для прямых включений, эти вопросы идут все 12 дней, что мы принимаем сообщения из разных регионов. Мы выбрали Балашиху, поехали. Ну, естественно, потому что там с людьми люди стоят, а там вонище, все видно, вонище рядом идет, и да. газы, конечно. Экран, к сожалению, не передает запах, но вот сейчас мы смотрели, то, что нам показывал Дмитрий Кайстер, да, что вроде чуть-чуть облагородили, уже какая-то линия там появилась за один день. А у нас есть фотография, сделанная накануне. Вот просто хочу показать, если у нас есть возможность. Вот так. Это Балашиха, наши дни, вчера, за один день, вот неожиданно. Шарики повесили. Да, шарики повесили, да, все появилось. Проблемы вроде как решают. Говорят, что проблемы вроде нет. Ну а сейчас у нас на прямой связи Иркутская область, озеро Байкал, крупнейший остров Ольхон. Там работает наш коллега Павел Зарубин.
Здравствуйте, Москва! Остров Ольхон посреди Байкала. Посмотрите, какая красота! Скала Шаманка, одна из главных достопримечательностей озера. Мы, кстати, чуть позже с вами увидим, что здесь практически все деревья обвязаны красивыми лентами, поскольку по местным преданиям считается, что скала Шаманка, мыс Бурхан – это особое сакральное место, место поклонения. Конечно, в последние годы сюда, на Байкал, на остров Ольхон, приезжает огромное количество туристов. Вот вдумайтесь только, в поселке Хужир, в котором мы сейчас работаем, 10 лет назад не было даже света. А сейчас в этом поселке, в котором живет всего 1500 человек. Так вот, в этом поселке каждый день летом размещается 2-3 тысячи туристов. Каждый день. В Ольхонском районе в эти дни стартовал Юрдынский фестиваль. Очень красивое зрелище, этнокультурный фестиваль. Давайте вот буквально несколько секунд посмотрим и послушаем. Увидеть все своими глазами. Сюда, конечно, приезжает огромное количество иностранцев. Вы бы видели, сколько их здесь. Но вот местные жители, нужно сказать, говорили нам, что чувствуют в последнее время себя здесь чуть ли не в резервации. Дело в том, что несколько лет назад в России существенно ужесточено природоохранное законодательство. И водоохранная зона Байкала теперь распространяется на десятки километров вглубь. И люди говорят, что если дословно выполнять закон, то им вообще больше ничего нельзя делать. Люди говорят, что это очень острая проблема. Об этом говорили нам практически все жители поселка. Вот особенно активно мне показался Виктор. Виктор, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Я хочу чаяние нашего Ольхона, всех, по-моему, жителей. Если я скажу, то они все согласятся со мной. Во-первых, начнем с дороги. Дорога от Парома до Хужира отвратительная. Считайте, что ее нету. Вообще нету дороги. Народу ездит много. Каждый выбирает себе, что помягче, потому что машины дорогие. Все с этой дороги плохо съезжают, топчут всю растительность. Все. После этого трава растет уже, не растет десятками лет. И за этой дорогой никто не занимается. Уже много лет, 10-15 лет уже отсыпки не было. А начальство наше с области, да и с района тоже, считай, прилетает только на вертолетах. Они дорогу эту не видят и не знают, что это такое, что голова отваливается, машины переворачиваются. Это час назад руководство области сюда прилетело на вертолете. Да, действительно, вот там он стоит вертолет, мы его видим. Еще так, по воде. Мы живем на воде. Посмотрите, сколько воды у нас, да? А пьем мы со скважины. Пьем такую дрянь. Берешь чайник 3-литровый, как будто он там полный, а там накипи в 2 пальца. И никакой фильтрации, ничего. Не могут даже водонапорную башню хорошую поставить. Дорогу, я так понимаю, тоже нельзя строить здесь, или можно? Дорогу нельзя строить, потому что по закону на острове нельзя делать карьеры. А карьеры делают только на материке, а через паром каждую машину это ждать, каждый паром там по расписанию уходит, не наводишься. На чего вам еще нельзя в связи с этим законом? Да, вот в связи с этим законом, когда организовали нашу Прибайкальский национальный парк, и у нас на острове сделали заказник. Когда нам в клубе на сходе эти представители обещали золотые горы, что мы ваши права ущемлять не будем, ничего плохого у вас не случится, на самом деле случилось все. В лес нельзя, в поле нельзя, скотину решили даже, до того дошло, что даже арестовывать. Если первый раз не поймете, говорят, будем отстреливать вашу скотину. Спасибо большое. Я так понимаю, что накипевшая действительно проблема, но вот такой вопрос у нас с острова Ольхон. Да, вот смотрите, мы только что были в Балашихе, или в Балашихе, и видели, в каких условиях там живут люди. И это результат того, что не следили в свое время за экологическими нормами и строили жилье там, где его строить было нельзя. Теперь, безусловно, эту проблему решать нужно. Хочу еще раз вернуться. Это производит впечатление, то, что я сейчас видел. Надо все сделать, чтобы Балашихе помочь и людям, которые там живут. Здесь другая сторона медали, но той же самой проблемы. Здесь вы сказали о том, что слишком ужесточили экологические нормы и требования в законе. Но вот эти территории наверняка еще защищены нашими международными обязательствами. Что в этой связи можно сказать? Конечно, все должно быть в рамках разумного. Вот водоохранная зона
о которой вы, по сути, сейчас говорите, она должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, она должна соответствовать и потребностям людей, которые там уже живут. И, конечно, нельзя людей заставлять таскать воду там в ведрах и в бетонах за несколько километров. И качество воды должно быть обеспечено. Дороги должны быть сделаны. Нужно вносить изменения в действующие правила и в действующие законы, которые позволили бы осуществлять согласованную с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую жизнедеятельность, нормальную, цивилизованную жизнедеятельность людей, живущих уже на этих территориях. Вот нужно будет внести изменения в эти законы. Я для себя это пометил. Вместе с вами поработаем. Повторяю, вместе с экологическими организациями, которые должны следить за тем, чтобы здесь мы не перестарались. Но сделать это точно совершенно нужно. Я думаю, что и наши обязательства перед международными структурами не пострадают от этого. У них, кстати говоря, там за бугром о людях прежде всего думают. Почему мы не можем поступить так же, я не понимаю. Обязательно будем делать это. Спасибо, Альхон. К нам в редакцию поступило очень много вопросов от молодых мам. И мы решили отправиться в один из перинатальных центров, открывшихся в республике Башкортостан. Там работает наш коллега Иван Прозоров. Коллеги, добрый день. Мы находимся в Уфе. Современный многофункциональный центр «Мать и дитя». Здесь проводят и высокотехнологичные операции, в том числе и по госквотам. Ну, конечно, главное назначение этого комплекса, понятно из названия «Мать и дитя». Вот обратите внимание, мы сейчас в палатах для новорожденных. И здесь мама ухаживает за младенцами. Мы знаем, кстати, что эта мама с ребенком уже готовится к выписке. Осталось буквально считанные часы до того, как она окажется дома. Ну, а вот здесь ребенку нет еще и 2 дней от роду. Помогает медсестра молодой маме. И мама, и дети чувствуют себя превосходно, и заслуга это в том числе Руслана Гарифуллина, врача, акушера-гинеколога, который работает здесь с момента открытия этого центра. Здесь почти за 3 года появились на свет уже 2000 малышей. Руслан написал текстовый вопрос на сайт прямой линии с президентом. Сейчас есть возможность задать его лично. Руслан, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я 15 лет работаю в роддоме, врач-акушер-гинеколог. За это время я успел и заметить и периоды... Прошу прощения, извините, пожалуйста, студия. Мне вот коллега подсказывает за спиной. Бокс, который за нами, сейчас туда зашел. Это молодой отец, у которого появился ребенок, правильно понимаю? Да, совершенно верно. Мы знали, что сейчас проходит, извините за такую импровизацию, мы знали, что проходит сейчас операция, но не надеялись, конечно, что это случится в прямом эфире. Здравствуйте. Вы не поверите, прямая линия с президентом России. Сейчас миллионы телезрителей видят вас, видят нас. Наши поздравления от нас, от каждого россиянина. Это невероятное событие. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, как ощущения? Здравствуйте, меня зовут Артем Сухарев. Да, меня Артем зовут. Это мой 2-й ребенок. Вот, мы, значит, вот он буквально 20 минут назад появился на свет. Сразу мне его дали на руки. Жена пока, значит, в реанимационной палате. Вот, а мы знакомимся, так скажем. Волновались как в первый раз или улеглось уже? Ну, вы знаете, волнение, наверное, было меньше уже, чем в первый раз, но все равно было волнительно достаточно. Мальчик, девочка? Мальчик, 2-й мальчик у нас. Здорово, поздравляем вас. Рост, вес? 3854 сантиметра, да. Имя уже выбрали? Да, Михаил Артемович он у нас. Михаил Артемович, потрясающе. Можете нам показать? Он спокойно спит сейчас, наверное. Нет, он уже старается глазки открывать, ему все интересно уже. Мишенька. Спасибо, поздравляем вас еще раз. Поздравьте от нас вашу супругу, не будем больше вас отвлекать. Спасибо большое, наши поздравления. Ну, а мы возвращаемся к нашему вопросу. Руслан, прошу прощения, что вас прервали. Можно повторить вопрос? Это прекрасный повод для того, чтобы всех прервать. Это очень прекрасное событие. Я продолжу, Владимир Владимирович. Вопрос такой. Вот за эти 15 лет моей работы я заметил и периоды снижения рождаемости, и повышения последние 7-8 лет. Но сейчас мы реально опасаемся того, что эта рождаемость будет снижаться, как от
отголосок падения рождаемости 90-х годов. Просто физически женщин, которые готовы рожать сегодня, их стало меньше. В этой связи вопрос такой. Будет ли продолжена заканчивающаяся в 2018 году программа материнского капитала? Будет ли она продолжена в последующем, и будет ли она распространяться на рождение третьего и последующих детей? И еще наших пациенток, естественно, волнует вопрос детского пособия по уходу за ребенком по достижении им 1,5-годовалого возраста, который сейчас, к сожалению, составляет, прямо скажем, жалкие 50 рублей. Мне кажется, это мизерная сумма, и будет ли что-то меняться в этом плане? Спасибо. Ну, прежде всего, хочу поздравить Михаила Артемьевича, его папу и маму с рождением, а его самого с появлением на свет Божий. Это большое событие в семье, и мы желаем всего самого доброго, счастья и родителям, и ребенку. Теперь по поводу демографических проблем. Действительно, мы многое сделали для того, чтобы демографические тенденции приобрели у нас устойчивый, позитивный характер и добились реального, серьезного результата. У нас рождаемость растет темпами, которых нет сегодня, скажем, в европейских странах. И это, когда я об этом говорю, то мои коллеги, многие удивляются и, честно говоря, искренне радуются этому. Вот. Но что бы я хотел сказать о тенденциях? Самый большой ущерб с точки зрения демографического развития, с самым большим ущербом страна столкнулась во время Великой Отечественной войны. В 1943-1944 годах, в 1943 году у нас снижение рождаемости по сравнению с предыдущими довоенными годами было на 60%. В стране, если иметь в виду РСФСР, родилось тогда не больше 1 миллиона детей. А вот в 90-х годах, у нас произошло событие очень тяжелое. У нас родилось 1 200 000. По сути, это сопоставимо с потерями в Великой Отечественной войне с точки зрения демографического развития. То есть где-то снижение было на 50 примерно процентов. Правда, мы должны иметь в виду, что это в том числе было и отголоском времен Великой Отечественной войны. Но плюс наложился еще и распад Советского Союза, крушение социальной системы, падение жизненного уровня людей и так далее. Огромная безработица. Все это сложилось, и у нас получилось вот такое катастрофическое падение рождаемости. И оно повторяется каждые 25 лет. Вот в войну это произошло, 25 лет, в принципе, и так должно было быть снижение в середине 90-х. Но плюс еще наложился распад Союза и все, что с этим связано. И мы провалились вообще чуть ли не на уровень потерь во время Великой Отечественной войны. Теперь что получилось? Получилось, что у нас количество молодых людей, и прежде всего женщин молодых в фертильном возрасте, как говорят специалисты, в возрасте деторождения, оно сократилось и существенно. Вот сейчас в этот период, когда можно стать мамой, отцом, вступает поколение как раз 90-х годов. Молодых женщин от 20 до 29 лет у нас становится меньше на 34%. А женщин вот до 38-39 лет меньше на 25%. А вот женщины 30 небольшим, до 40 лет продолжают рожать, дети появляются на свет здоровые, слава богу, медицина, вам за это большое спасибо, медицина помогает, но это все-таки снижение колоссальное. Просто меньше становится людей, которые могут рожать. Нам нужно, безусловно, что-то сделать для того, чтобы мы не попали в большую яму. Что? Ну, во-первых, у нас уже есть отработанные механизмы. Один из них вы сейчас вспомнили, это материнский капитал, так называемый. Кстати говоря, свыше 7 миллионов семей, больше 7 миллионов матерей получили этот капитал уже, и почти половина им уже воспользовалась. Это первое. Второе, у нас введены выплаты за третьего ребенка в регионах со сложной демографической ситуацией. После этого сразу на 37% рождаемость там выросла.
понимаете, результат. У нас наши меры дают результат. Конечно, это очень затратные меры, но когда мы говорим о людях, о наших гражданах, это будущее страны. Здесь нужно все внимательно считать, и нельзя, конечно, разбрасываться деньгами, но жадничать здесь тоже нельзя. Поэтому нам нужен целый набор мер. Он может быть разным. Это продление материнского капитала в той или иной форме, либо в том виде, в каком он есть сейчас, либо как-то видоизмененное. Значит, нам нужно подумать о том, как стимулировать рождение первого ребенка у молодых мам. И, может быть, что-то им добавить. Почему им? Потому что это молодые люди, которые еще на ноги не встали. Им нужна поддержка. Надо подумать на тему о том, как стимулировать рождение второго, третьего ребенка у более взрослых мам, там, за 30 лет и больше. Для всех, вот мы сейчас решили вопрос более или менее с детскими садами для детей от 3 до 7 лет. Это, кстати, тоже позитивный элемент с точки зрения социальной политики у нас в стране за последний год. 90, по-моему, 8 с лишним процентов у нас закрыта проблема на 98 с лишним процентов по местам в детских садах. Но если нет, а для молодых мам, которые не хотят выпасть из своей профессии, либо хотят приобрести профессию, ясли нужны, программа нужна отдельная. Здесь нужен целый набор мер. Вот прямо сегодня у нас, честно говоря, запланирована такая встреча с правительством, будем обсуждать. Я не хотел бы сейчас преждевременно говорить о том наборе, который будет предложен, но он будет предложен. Мы это сделаем. Большое спасибо. Большое спасибо, Уфа, и поздравляем с рождением нового гражданина России. Это замечательное событие. Но пока вы отвечали, пришел к нам вопрос от Татьяны Прокопенко из Кабардино-Балкарии. Расскажите, пожалуйста, о ваших внуках. Сколько им лет, как их зовут? Вы знаете, мои дети, дочери, несмотря на всякие слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какие там политику, ни в какую. Живут нормальной рядовой жизнью. Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете, в чем дело? Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови. Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать, значит, возраст, имя, вот они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб просто развитию ребенка. Поэтому все у меня нормально. Я прошу меня понять правильно, отнестись с пониманием к этой позиции. Мы вас понимаем и поздравляем с тем, что вы дедушка. Спасибо. Поздравляем. Я бы хотел отметить. Вот второй внук недавно родился. Поздравляем вас. По поводу, вы сказали, что материнский капитал нужно как-то, может быть, распространить, еще сделать. Очень много сообщений из разных регионов, что молодые мамы и не очень молодые просят разрешить в новом законе тратить материнский капитал на покупку машины. Очень часто многодетным семьям. Вы знаете, часто обсуждается возможность израсходовать этот материнский капитал. Но сегодня уже 450 с лишним тысяч рублей. Кстати, не индексировался в последние пару лет, даже 3 года, что мы должны были бы сделать на самом деле. Еще вернемся к этому. Можно ли тратить на другие цели? Ну, конечно, можно об этом подумать. Меня всегда только беспокоит одно, что деньги будут просто растрачены, а семья, мама, семья, ребенок не получат должной отдачи от этих усилий государства. А там ведь на что нацелены эти деньги? Прежде всего на улучшение жилищных условий. Да, на эту сумму, может быть, не купишь, но ее можно добавить. А если молодая семья, можно попасть еще в региональную какую-то программу поддержки молодых семей и истратить вот на это. Либо на здоровье, либо на образование. Вот эти ключевые вещи. Может быть, просто с учетом той главной проблемы, о которой мы говорили сегодня, с учетом снижения уровня доходов, может быть,
просто поступить, просто из этого материнского капитала дать возможность напрямую деньги отдать семье, какую-то часть, чтобы поддержать семьи с детьми, с двумя и большим количеством детей. Может быть, так будет даже эффективнее, чем дать возможность на что-то истратить, на не первоочередную какую-то решение, не первоочередной задачи, а потом все это растворится или будет продано кем-то. Вот причем с потерями. Лучше, может быть, прямо напрямую дать какие-то деньги. В сегодняшней ситуации мы подумаем на это. Но материнский капитал все-таки большие деньги, 450 тысяч, а просто детское пособие, оно, как здесь пишет, мизерное, из разных регионов, 183 рубля, 200. Да, я прошу прощения, здесь вот коллега ставил такой вопрос, доктор, да, по поводу пособий. Да, они маленькие, действительно так и есть. Но мы стояли перед выбором. Либо пособие увеличивать, либо материнский капитал сохранить. Мы все-таки пошли по пути сохранения материнского капитала. Это требует больших затрат от государства, но он более эффективный инструмент. Хотя и над пособиями, конечно, тоже надо подумать. Хотел бы, чтобы присоединились гости студии к нашему разговору. Наиля Аскерзаде. Наиля, вам слово. Среди наших гостей много представителей малого и среднего бизнеса, и они жалуются на проблемы с финансированием. Один из предпринимателей, Александр Кычаков из Новосибирска, он строит жилые микрорайоны. Александр Анатольевич, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Мы сталкиваемся с представителями бизнеса, постоянно сталкиваемся с одной проблемой, что при декларируемых ставках банковским сектором в 11-12% путем дополнительных накруток на открытие кредитных линий, на поддержание лимитов, на какие-то ограничения, фактическая ставка составляет, в нашем конкретном случае составила 19 годовых, 18,75. С такими ставками мы, о чем говорилось в начале, новую экономику не построим, и у бизнеса нет такой, к сожалению, рентабельности, как нам бы хотелось. И хотелось бы задать вопрос, вот коллеги не дадут обмануть, мы рядом сидели, общались с Максимом, у него станкостроительный бизнес. Хотелось бы понять, докладывают ли вам министры о реальном положении дел с финансированием малого и среднего бизнеса, и планируется ли сделать с этим что-то кардинальное, с уровнем процентных ставок, и все-таки подойти к решению проблемы обеспечения роста и доступа к финансированию. Спасибо. Извините, как вас зовут еще? Александр Кычаков. Да. Александр, это, конечно, одна из ключевых проблем, уровень ставки, доступность кредитов. Вот здесь вот руководитель Высшей школы экономики сидит, он вам пообъясняет это даже, наверное, более профессионально, чем я. Тем более, что он очень хорошо знаком с председателем Центрального банка. Вот. В чем там дело? Конечно, уровень ставки, он всегда соответствует уровню развития экономики. Это одна из ключевых вещей, которая влияет на макроэкономическую стабильность в стране. Мы от инфляции должны были плясать, которая скакнулась до 19,9%. Чтобы не разрушить экономику, Центральный банк вынужден был поднять эту ставку. Но постепенно он ее снижает, вы это знаете. И сейчас она сколько там, 12,5, да? 12,5. За ней снижаются и ставки коммерческих банков. Правда, Центральный банк обещал нам, что в этом году объемы финансирования со стороны коммерческих банков будут увеличены где-то до 6%. Что происходит сегодня в реалиях? Сегодня средневзвешенная ставка для юридических лиц, для бизнеса, 11,5%. Я допускаю, что представители малого бизнеса предоставляют кредиты под более высокую ставку. Вот 11,5 – это усредненная, средневзвешенная. Кстати говоря, я и по другим направлениям, может быть, и в ходе нашей сегодняшней дискуссии, разговора, сразу прошу извинения перед людьми, которые говорят, а что нам средневзвешенное, что нам среднее, там, температура по больнице. Вот у меня кредит больше, либо доходы меньше, у меня не средний. Ну да, но мы вынуждены просто от чего-то отталкиваться. Это усредненная, средневзвешенная ставка, она о чем говорит? Вот для клиентов, которые считаются банком надежными, стабильными, с хорошей экономикой, с проверяемой экономикой, с хорошей кредитной историей, для них кредиты выдаются и под меньшую ставку. А для тех
за кем большие риски, банки коммерческие, конечно, повышают ставку. Я сказал уже, вот для юрлиц это 11,5%, а для физлиц 15,5%. Хотя количество ипотечных кредитов все-таки растет. Ну, с применением вот, всех элементов поддержки кредитования. Значит, ну, я очень рассчитываю на то, что Центральный банк и дальше будет так аккуратно действовать, но будет действовать в направлении снижения ключевой ставки. Ведь почему Центральный банк осторожничает? Вот смотрите, у нас, к сожалению, до сих пор наша экономика до сих пор зависит от продаж углеводородного сырья, нефти, газа. Ну, цена газа от цены нефти зависит, так она у нас считается по формуле. Значит, вот у нас была, она совсем недавно подросла свыше 50%, а сегодня уже 48%, по-моему. И Центральный банк исходит из чего? Что если она сдвинется в другую сторону, в меньшую сторону, тогда ему не придется корректировать Центральному банку эту ключевую ставку резко. Потому что главное для нас сегодня даже не вот эта ключевая ставка, а главное, чтобы она резко не менялась. Стабильность национальной валюты, стабильность рубля нам нужно обеспечить. И в этом смысле Центральный банк действует очень аккуратно. Можно его критиковать, можно не критиковать. Я просто пытаюсь объяснить логику поведения Центрального банка. И она тоже заслуживает уважения. Но малый бизнес, без всякого сомнения, должен получать поддержку. Я сейчас не буду перечислять все инструменты поддержки малого бизнеса, вы наверняка это знаете. Надо, наверное, совершенствовать эти инструменты. Ну и побуждать, конечно, и банковскую систему действовать более агрессивно. Ведь при всем при этом надо иметь в виду, что доходы, прибыль коммерческих банков, она растет. И сегодня она достигла достаточно серьезной цифры, свыше 650 миллиардов рублей. А объемы кредитования так не увеличиваются. Вот для юридических лиц эти объемы увеличились только на 0,7%. Чуть больше, правда, для физических лиц, но и этого недостаточно. Ну, будем вместе работать, но работать аккуратно, так, чтобы не раскачать макроэкономику. Это, по сути, база, фундамент развития всей нашей финансовой и экономической системы в целом. Из студии переключаемся в колл-центр. Слово Марии Гладких. Да, спасибо, Таня. Владимир Владимирович, по географии звонков вам можно, в принципе, изучать карту мира. Очень много звонков поступает и из ближнего, и из дальнего зарубежья. И вот сейчас, мне подсказывают редакторы, у нас есть на линии звонок из Киева. Дмитрий, прошу вас, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я живу в Украине. Почему вы нас бросили? Ведь в Украине не все сторонники Бандеры и Шухевича. Мы ведь чтим память наших дедов. Мы ходим на бессмертный полк. Так почему же нас российские телеканалы мажут одной краской? Спасибо. Вам спасибо большое за вашу позицию, за то, что вы дорожите нашей общей историей. Вот вы сейчас сказали об участии в акции «Бессмертный полк». Мы это видим и высоко очень ценим. Поверьте мне. И я не могу согласиться, что всех мажут одной краской черной. Да мы вообще стараемся никого не мазать никакой черной краской. Но вот такая избыточная, чтобы публичная, что ли, публичная поддержка, мы боимся просто вот таким образом нанести вам какой-то ущерб. И стараемся не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине. Поверьте мне, мы в состоянии оценить вашу позицию и высоко ее, повторяю еще раз, ценим. Вам спасибо большое за этот звонок. Владимир Владимирович, а что говорят ваши друзья по этой теме? Ну, например, тот же Виктор Медведчук, ведь он активно помогал с обменом пленными. Вы знаете, что вот такие... У нас много друзей на Украине. И вы сейчас про Виктора Медведчука сказали. Значит, я познакомился с ним, когда он был руководителем администрации президента Кучмы. Ну и основной его партнер был тогда, ну и сейчас у них очень добрые отношения, Дмитрий Анатольевич Медведев, поскольку Медведев возглавлял администрацию президента России. Вот
него есть, у Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Ну, ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины, но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился. Вот. У него есть своя система взглядов на независимость Украины. Он, конечно, горячий сторонник независимости, незалежности Украины. Но его система взглядов основана на фундаментальных, если можно так сказать, трудах, тоже, скажем условно, украинских националистов, которые писали свои работы еще в XIX веке. Потом позднее это Грушевский, Франко, Драгоманов или что-то в этом роде. Значит, потом наш человек нашего времени, Черновил. Вот. И они все, хочу это подчеркнуть, Черновол, они все исходили из того, что Украина должна быть, независимой, но должна быть федеративным государством. Более того, один из них прямо писал в свое время, что чрезмерная, механическая, как он выражался, централизация приведет к внутренним конфликтам на Украине. Что мы, собственно говоря, сейчас и наблюдаем. Но вот Виктор Медведчук отстаивает вот их точку зрения. Он делает это публично, в своих публичных выступлениях, в своих работах. Он и наукой занимается, пишет там статьи, причем публично это делает. Это кому-то не нравится, наверное, на Украине, но такова его позиция. Но, кстати говоря, вот эти вот фундаменталисты независимости Украины и украинского национализма, некоторые из них вообще не видели, кстати говоря, Крым в составе Украины. Но это так, между прочим, апропо. Но, во всяком случае, все выступали за федерализацию, за развитие свободы личности, за демократическое развитие украинского государства. Вот этой же точки зрения придерживается и господин Медведчук. Но он выступает при этом за очень добрые отношения с Россией. Если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию. Он говорит о том, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого, имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, значит, общие финансовые возможности, технологические, кооперацию. Все, что это нелепо, это все разрушать. И считает, что кооперация в экономической сфере не только возможна, но и целесообразна. Он действует, вернее, формулирует свои идеи, исходя из интересов своего народа, так, как он это видит. Так что и он не одинок. Вот сейчас вот мы слышали из Киева, во всяком случае, с Украины, человек нам говорил о том, что принимает участие в акциях, связанных с сохранением нашей общей памяти. Вот и такие люди, как Медведчук, это делают тоже. Он тоже считает, что мы должны дорожить нашим общим прошлым и всем, что было позитивным в этом прошлом. Поэтому, да, занимается он обменами удерживаемых лиц, военнопленными, если так условно можно сказать. Кстати говоря, по поручению президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. У нас есть продолжение украинской темы, вопрос, который пришел через соцсеть ВКонтакте. Украина шумно отметила начало действия безвизового режима с Европой. Президент Порошенко назвал это окончательным прощанием с Российской империей. После этого прочитал стихи Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». Вы не хотите ему ответить? Нет, я не видел его выступления на этот счет. Но мне вчера рассказали об этом, не буду скрывать, вечером мне об этом сказали. Действительно, Петр Алексеевич посчитал возможным прочитать это четверостишье Михаила Ильича Лермонтова
«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Ну, Петр Алексеевич, наверное, да, во-первых, это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю. Но это стихотворение не заканчивается таким образом. Там есть вторая часть. Она звучит так. «Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Михаил Ильич Лермонтов был человеком прогрессивным, он хотел улучшения внутренней политической ситуации в России, его душила вот та обстановка, которая сложилась на тот момент в России. Он говорил об этом прямо. Но, во-первых, Михаил Юрьевич Лермонтов написал эти стихи, если это был он, то он написал эти стихи в 1841-1842 году, примерно, дай бог памяти, примерно, когда ехал на Кавказ в действующую армию. Он был офицер и защищал интересы своего отечества. Был храбрый офицер. Далее. В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России. И если вот президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются. Так что здесь особенно нос нечего задирать. Далее. Лермонтов ехал в действующую армию на Кавказ, которая в это время была частью Российской империи. Он переезжал как бы из одной части, из Петербурга или из своей родины, там, в другую часть Российской империи. Он никуда не уезжал на самом-то деле. Может быть, Петр Алексеевич таким образом подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается. Но он делает это тонко так, с оглядкой на ура патриотов там, и на настоящих националистов, придурков, которые там бегают со свастикой. Но нам говорит: ребята, у меня там и интересы в России есть, и я вообще-то на самом деле никуда не собираюсь. Может быть и так. Но, конечно, это только предположение смелое. На самом деле, скорее всего, Петр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполняет данные обещания, делает выбор цивилизационный, как сейчас говорят в руководстве Украины, цивилизационный выбор, ведет страну в Европу. Кстати говоря, вот, помните, там, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. Кстати говоря, голубых мундиров, туда, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас. Вот. И пусть он не расслабляется особенно, то как бы что ни случилось, пусть внимательно поглядывает по сторонам. Вот. Кстати, при этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем. Я хочу сказать, мы против вас ничего не имеем. Совет вам да любовь, но и удачи, особенно с новобранцами. Что касается сути проблемы. Вот, вы знаете, у нас несколько лет назад в связи с падением доходов населения, о чем мы говорим откровенно, у нас средний уровень заработной платы, если не переводить сейчас вот гривну в рубли назад, от доллара плясать, значит, у нас было где-то 540 примерно долларов в месяц получалось. Столько же примерно было и на Украине. Это где-то 450, 457, 460 долларов в месяц в среднем люди зарабатывали. У нас сейчас тоже не ахти как, но все-таки подросло на апреле этого года 624 доллара в месяц среднее. А там, на Украине, 251 стало. При этом газ вырос как минимум в 3 раза, а для населения еще больше. Значит, горячая и холодная вода выросли, соответственно, по 200% каждый. Значит, пенсии упали на минус 45%. Так что касается
санитарных там соображений, еще, если так дело дальше пойдет, то у многих людей на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера, понимаете? Там насчет кто там умывается, и где и сколько, это вопрос будет большой. И, конечно, вы знаете, и в нашей литературе, и в украинской можно было бы найти много таких вот примеров, ярких и жестких, и можно было бы ответить Петру Алексеевичу. Но я не буду этого делать. Из уважения к украинскому народу. Из уважения к нашей общей истории, к нашей общей вере. Вот если кто-то хочет быть европейцем, счета сначала пусть свои закроет в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа. В этой связи я сейчас вспоминаю только одно. Это я не воспроизведу точно, дословно, но смысл передам почти один в один. Тарас Шевченко еще почти 170 лет назад сказал: «Доборолась Украина до самого края, и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети». Надеюсь, что когда-то этот период в жизни и в истории Украины и украинского народа закончится. Ну а сейчас у нас на связи Ставрополье. Наша съемочная группа отправилась к автору одного из обращений, села Краснокумское, которое пострадало от майского наводнения. Там работает наш коллега Михаил Акинченко. Здравствуйте. Ну, погода в этом году действительно доставила жителям Ставрополья немало проблем. Даже сегодня время от времени накрапывает небольшой дождик. Его, конечно, не сравнить с теми ливнями, которые прошли в конце мая и вызвали сильнейшее за последние полвека в крае наводнение. Пострадали в зоне бедствия оказались и жители села Краснокумское. После проливных дождей из берегов вышла река Кума и затопила около 400 домов и приусадебных участков. У нас есть видеозаписи, сделанные местными жителями на камеры своих мобильных телефонов. Кадры, которые дают наглядное представление о том, что происходило здесь в то время. Вот на буквально этом самом месте, где мы сейчас находимся, вода здесь стояла около 3 дней, порой повышаясь вот примерно до этого уровня, что-то около примерно метра, может быть, чуть больше. С тех пор прошло уже 3 недели, но жители многих домов до сих пор не решаются вернуться в свои дома. Сырость внутри, покосившиеся стены, потрескавшиеся стены, внутри многих помещений находиться, не то что жить, небезопасно. Как вот в этом доме, хозяйка которого... Представлю вам ее, Валентина Саковская, позвонила на прямую линию. Валентина, чем вы сейчас занимаетесь? Детские вещи, потому что отсыревает все, принимает нехороший запах, все хочу увезти, хотя бы спасти что-то из детских вещей. Валентина, ну я знаю, что вам обещали материальную помощь, поддержку, чтобы вы сделали или ремонт, или новое жилье. Я смотрю, вы здесь ничего не делаете. Почему? Вы сейчас можете рассказать об этой проблеме главе государства. Президент вас сейчас видит и слышит. Расскажите о вашей проблеме. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Здравствуйте. Ну, рассказывать здесь особо нечего. Могу вам это показать. Помощи пока от государства никакого нет. Вот, трескаются стены. Садится потолок, все это осыпается, трескается, трещины у нас сквозные. Дом лопнул полностью весь, со всех сторон у нас трещины. Мы ждем сейчас комиссию, ничего не можем сделать, потому что мы ждем комиссию. Но пока мы не оплатим в архитектурной 6 тысяч, комиссия не приедет. И также нам нужно заплатить по 1800 за справки в МФЦ о том, что у нас больше нет жилья. Помимо вот этого. Но так как у нас 4 собственников, мы дом покупали на материнский капитал, то есть сумма очень большая, почти около 15 тысяч. Что делать, мы не знаем. Мы живем у друзей, дети в разъездах, у меня 3 детей. Вот это вот мой младший. Вот. Единственный со мной ребенок остался. Вот мои дети. Дочка в санатории находится, сын у кумовьев. Ну, насколько, я не знаю. Уже лето... Пока лето, ладно, у друзей, а осень, зима, что делать, мы, честно, не знаем. Понятно. Надеемся, что, может быть, вы поможете. Извините, еще раз, как вас зовут? Спасибо большое. Валентина. Да. Валентина, это вот то, что мы сейчас сказали, очень странно, вообще не укладывается у меня в голове. И я хочу спросить, вам 10 тысяч выплатили
значит, 50 тысяч за частично утраченные Выплат до имущество? сих пор нет. Вообще И никаких? я не одна такая, нас нет, помощи никакой Да. не было. Вот это очень странно, потому что федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края. Владимир Владимирович, где деньги? Первое. Второе. Хотел бы попросить Генеральную прокуратуру проверить, как идет эта работа. В-третьих, вот то, что с вас пытаются собрать какие-то деньги, там, архитектурные ведомства или за получение каких-то справок, это полная чушь. Значит, должны быть выполнены 10 тысяч на прямую, значит, оперативную поддержку, 50 тысяч должно быть выплачено за частичную утрату имущества, 100 тысяч за полную утрату имущества. Все остальные справки должны собираться муниципальными, городскими и региональными властями бесплатно, без того, чтобы перекладывать эту нагрузку на вас. Мы же для этого предусмотрели 10 тысяч, 50, 100 тысяч, чтобы помочь людям, а не брать с них эти деньги назад. Это какой-то бред просто. Мы обязательно с этим разберемся, я вас уверяю. Спасибо вам большое. Надеюсь, что вот Владимир Владимирович уже сегодня у вас побывает. Пусть посмотрит, сам разберется. Надеемся. Да, пусть посмотрит, разберется. Спасибо большое. Будем ждать реакции. Из Ставрополя переносимся в Ростов-на-Дону. У здания нового аэропорта Платов работает наш коллега Антон Верницкий. Аэропорт Платов в 30 километрах от Ростова-на-Дону, названный так по имени легендарного казачьего атамана войска Донского, героя войны 1812 года Матвея Платова. Аэропорт уже готов практически на 90%. Уже в декабре здесь планируется принять первый самолет. Чем уникален для нашей страны этот проект? Если другие аэропорты в России улучшались, реконструировались, то этот появился с нуля. Еще 3 года назад здесь было просто чистое поле, а теперь это комплекс, способный принимать до 5 миллионов пассажиров в год. Оснащен, по последнему слову техники, 9 вот таких телетрапов. Те, кто бывал в старом ростовском аэропорту, где приземлялась наша съемочная группа, поймут разницу сразу. Там ничего подобного рядом даже нет. Почему мы оказались здесь? Почти 3000 строителей и инженеров ежедневно заняты на стройке. Александр Серов, человек, который будет работать здесь, будет принимать пассажиров, пока он работает в старом аэропорту. Он направил свой вопрос на прямую линию президента, а мы, ненадолго оторвав его от работы в старом аэропорту, пригласили сюда и дали возможность задать вопрос президенту лично. Пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Прежде чем задать свой вопрос, я хотел бы вас пригласить на открытие аэропортового комплекса Платов, который состоится в декабре. Мы очень надеемся, что открытие этого масштабного, в какой-то мере даже уникального проекта не останется без вашего внимания. А теперь разрешите вопрос задать. Я, мои коллеги, друзья и большое количество пассажиров не имеют возможности осуществить прямой перелет между городами нашей России. Маршрутная сеть построена таким образом, что основная масса полетов осуществляется через московский аэроузел. Поэтому пассажиры вынуждены или лететь через Москву, теряя при этом драгоценное время, или воспользоваться железнодорожным автомобильным транспортом. Скажите, пожалуйста, будут планироваться к проведению какие-либо мероприятия, которые направлены на расширение именно нашей внутрирегиональной маршрутной сети, чтобы связать наши районы, области, регионы прямым авиасообщением? Спасибо большое. Александр, вы подняли одну из таких самых острых вопросов с точки зрения транспортной доступности и с точки зрения сохранения единства нашей территории. Граждане должны иметь возможность передвигаться в рамках региона не через столичные города. Вы правы абсолютно. Но вот, к сожалению, у нас в 90-х, в начале 2000-х эта сеть развалилась полностью.
Как вы знаете, мы на протяжении нескольких лет сейчас работаем над тем, чтобы это все восстановить и поставить на совершенно новую базу. Но для Дальнего Востока, для Восточной Сибири, а там вот эти проблемы наиболее остро ощущаются, расстояния большие, а население не такое, чтобы загружать крупные лайнеры. Поэтому экономика перелетов в межрегиональных, она очень тяжелая, очень слабая. Там приходится все датировать. Но мы создали 7 казенных предприятий, которые должны заниматься организацией этих внутренних межрегиональных перевозок. Это первое. Они функционируют, и я очень надеюсь, будем делать дальше, расширять их деятельность и количество на другие регионы Российской Федерации. У нас, по-моему, да, это вот первая часть. Вторая – это расширение самой аэропортной системы, количества аэропортов. У нас в целом их по стране, по-моему, там 230 или 232. Целая программа существует развития аэропортной сети. Мы будем это делать и дальше, будем выделять соответствующие ресурсы. Ну а третья проблема – это проблема наличия соответствующей техники. Потому что, повторяю еще раз, даже вот вы построите аэропорт, кстати, будет новый, абсолютно с нуля созданный, впервые в истории новейшей России вот такой аэропорт в чистом поле. Причем он строится по самым современным методикам, на основе самых современных технологий. Это большое дело и для развития транспортной инфраструктуры страны и в целом, и для развития региона. Но даже вот здесь, из Ростова, скажем, перелететь в Сочи, не полетишь же на Боинге, либо на Ил-96. Не заполнить будет. Нужны маленькие самолеты. Причем они должны быть разных типов. И самолеты, которые летают там на 400-500 километров, 1500, и те, которые летают от 2000 до 4500. У нас сейчас уже ведется работа по локализации вот этих маленьких, небольших самолетов, чтобы производить их, но современных, в принципе, хорошо себя зарекомендовавших, для того, чтобы производить их в России. И мы хотим восстановить чуть самолет побольше, это Ил, не помню, 114, по-моему. К сожалению, вот в правительстве не нашлось денег, я еще поменяю именно это, да, чтобы уделить этому внимание и выделить соответствующие средства на развитие вот этой очень важной для нас техники, имея в виду огромную нашу территорию. Но, тем не менее, мы нашли возможность, и из Роснефтегаза выделили несколько десятков миллиардов, а программа рассчитана на несколько лет. Будет этот самолет производиться на современной базе уже в Подмосковье. Очень рассчитываю, что в сроки и это все будет сделано. Но во всяком случае, я почти уверен, что мы это сделаем, но во всяком случае мы об этом знаем и будем продолжать работать над тем, чтобы обеспечить решение этой чрезвычайно важной задачи. Спасибо, Ростов. Сейчас давайте дадим слово гостям нашей студии. Сектор Ольги Ушаковой. Пожалуйста. Спасибо, Таня. Владимир Владимирович, у нас сегодня в студии собрались в том числе и представители творческой интеллигенции. Это всеми любимые актеры, режиссеры. И, конечно же, у них свои вопросы к вам, которые они очень хотят задать. И такую возможность я бы хотела сейчас предоставить Сергею Безрукову, народному артисту Российской Федерации и руководителю Московского губернского театра. Пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Во-первых, хотел сказать большое спасибо за развитие детской темы. 29 мая вы подписали указ о десятилетии детства, да, за это большое спасибо. Так же, как за поддержку детских театров и ТЮЗов, это мы на форуме Омском обсуждали. Спасибо большое. Я надеюсь, что она будет ежегодной, потому что они требуют поддержки. Так вот, вопрос, который нас действительно очень волнует, моих коллег, я не могу его не задать. Что-то чудовищное происходит, по-моему, вокруг картины Алексея Ефимовича. Я сижу с ним рядом, но давайте уж я возьму это на себя, да? Вокруг фильма «Матильда», который, да, мы сначала это воспринимали как шутку какую-то. Ну да, играются замечательно, прекрасно, а потом, когда пошли проверки, когда практически до запрета картины никто ее не видел, но уже пытаются запретить. Потом не так давно была ситуация с Гоголь-центром, с Кириллом Серебренником, да, обыски у него, у Кирилла, потом в самом театре. И понятно, что в кулуарах стали говорить о нападках на свободу слова, о свободу самовыражения художника, свободу творчества. Кому это нужно? Понятно, что не вам. Но кто-то, видать, пытается создать некий такой негативный фон для власти среди деятелей культуры. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Спасибо большое. У нас страна большая, сложная,
много людей с разными взглядами, с разными точками зрения, с разными оценками. Вот в отношении царской семьи, мы знаем, было много фильмов и в прежние времена. Ну, так или иначе, это затрагивали, во всяком случае, царскую семью, там, Распутин и так далее. Там много всего было. На мой взгляд, гораздо более жестких, там, чем то, что вот сделал ваш сосед справа от вас, господин учитель. Мы с ним знакомы лично. Вот, я уважаю его как человека очень и настроенного патриотически, и, насколько я представляю его взгляды, и человека, который делает талантливые вещи. Мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Государственной Думы Поклонской. Она тоже имеет право на свою точку зрения. Вы сказали, что пытаются запретить. Никто не пытается запретить. Значит, ну вот у нее есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается в различные инстанции, но никаких решений по этому поводу, как вы знаете, на каких-то запретах нет. Я очень рассчитываю на то, что вот у нас диалог открытый в обществе сохранится, но призываю всех к тому, чтобы этот диалог велся в рамках приличия и, самое главное, в рамках закона. Ну, теперь я предлагаю передать слово... Нет, пожалуйста, вот учитель хочет сказать. Сам Алексей Ефимович, учитель. Пожалуйста, Алексей. Я не буду никого не ругать, не хвалить. Владимир Владимирович, абсурд заключается в том, что можно высказывать свою точку зрения, безусловно, когда что-то увидишь. Я вот 12 числа увидел депутата Поклонскую, предложил ей посмотреть фильм, она отказалась. Поэтому, наверное, в этом заключается абсурд. И мне кажется, что в Думе существует, например, замечательный комитет по культуре, который возглавляет потрясающий режиссер Говорухин, где можно тоже было бы разобраться с этим. Вот. А рассылать, мне кажется, тратятся лишние государственные деньги, когда к нам приходят сначала прокуратура, казначейство, счетная палата, они все занимаются одним и тем же. Мы показываем документ, что уже все проверено и все в порядке, они занимаются тем же. Вот мне кажется, что подстрекательство к этому не должно быть. Не должно. Да. Теперь колл-центр. Наталья Юрьева готова присоединиться к нам в эфире. Наташа. Спасибо, коллеги. В этом году впервые в режиме реального времени мы можем видеть, как пользователи социальных сетей реагируют на нашу программу. За несколько дней до эфира телекомпания НТВ в интернете запустила хэштег «Смотрю линию». И сегодня количество сообщений с ним достигло 120 тысяч. Только за то время, пока я говорила, пришло еще 365 сообщений. Как видим, мнение о том, что интернет-аудитория не смотрит телевизор, это всего лишь мнение, не больше. Кстати, самые активные пользователи живут в Москве, Нижегородской области и Красноярском крае. А сейчас попрошу вывести на экран пост, который набрал самое большое количество лайков, то есть больше всего понравился. Вот он, красноярцы ждут, когда начнется переселение из хрущевок. Если Москве что-то не нравится, проведите эксперимент у нас. Смотрю линию. Пользователь Александр Якимцов, прошу прощения, поздравляем. А сейчас предлагаю посмотреть видео-вопрос, который пришел к нам в колл-центр. Да-да-да, слушаю вас. Алло. Это видеозвонок, прошу прощения, из сервиса ОК Лайв. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос президенту. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Я инвалид первой группы. Зовут меня Клавдия. Живу я в городе Орел. Скажите, пожалуйста, почему федеральным льготникам не выдают лекарства в полном объеме? Почему федеральный льготник должен добиваться лекарственного обеспечения только через суды? На протяжении 6 месяцев я не могу получить жизненно необходимые препараты. Ну, вы знаете, это... Цинокальцит, парикальцитол и Мирцеру.
Я услышал то, что вы сказали. Для меня это тоже странно, потому что федерация в полном объеме обеспечивает финансирование для приобретения этих лекарств. Там могут быть проблемы, связанные с несвоевременными закупками, несвоевременным проведением... Я неоднократно обращалась... Да-да. Я неоднократно обращалась к Потомскому Вадиму Владимировичу, Лялюхину Александру Анатольевичу, но в ответ я слышу лишь одно. Федеральный закон 422 о том, что федеральному льготнику начисляют всего 807 рублей 22 копейки. И они не могут нас обеспечить лекарственными препаратами в полном объеме на эту сумму. Да. Значит, мы проверим, что они могут обеспечить, а что они не могут обеспечить. Значит, есть ряд лекарственных препаратов и ряд заболеваний, орфанных так называемых заболеваний, по которым точно совершенно, значит, Федерация выделяет деньги, причем выделяет в полном объеме. Федеральным льготникам предусмотренные деньги выделяются также в полном объеме. Повторяю еще раз, могут быть сбои, связанные исключительно с несвоевременным проведением тендеров и с несвоевременными закупками этих препаратов. А денег им всем должно на это хватать. Я вам обещаю, вот, главное, чтобы не потерять, где вы находитесь, я так понял, что это Орел, город Орел, да? Мы обязательно это проверим. Да. Спасибо большое вам. Еще можно один вопрос? Пожалуйста. Владимир Владимирович, если можно, узаконьте, пожалуйста, транспортировку больных на гемодиализ туда и обратно. Да, я помню, мы и в прошлом году говорили об этой проблеме, в том числе о возможности проведения даже гемодиализа на дому. Вот что касается транспортировки, я, честно говоря, в такой постановке вопроса вижу эту проблему в первый раз. Я вам обещаю, мы обязательно этим займемся. И по поводу транспортировки, значит, тоже подумаем. Конечно, это потребует дополнительных затрат, но это дело очень чувствительное и очень важное для людей, которые страдают соответствующими заболеваниями. Обязательно проработаем этот вопрос и постараемся решить. Спасибо. Сейчас у нас Спасибо есть... большое. Я очень рада была вас услышать. Спасибо вам, Лида, за этот звонок. Клавдия, извините, пожалуйста. Спасибо колл-центру. Сейчас у нас есть возможность перенестись в Санкт-Петербург на Балтийский завод. Там работает наш коллега Дмитрий Витов.